Привет всем на канале Parfum King. Вы просили, вы писали. Сегодня сделаем обзор на Каэт Аль-Шабаб от Латафы. Ну и поговорим немножко о коллекции. Я хочу немножко поговорить о том, как я планирую на данный момент выстраивать свою коллекцию, какие ароматы я в будущем планирую покупать. В общем, вот такие. Об этих вещах мы в этом видео поговорим. Начну, наверное, с обзора на аромат. В общем, это Латафа, 21 год, это клон на какой-то аромат 100%, но на какой я еще не знаю, да, какой-то, в общем, надо будет поискать. Есть Латафа Каэт, он такой золотистый, тоже флакон одинаковой формы, как и этот. Это клон на Dunhill Icon, Absolute, как-то так называется, он золотой. Я его когда-то пробовал, кстати, у меня даже был когда-то от Левант, я его просто уже не помню. Когда у меня был от Левант такой, что неплохой аромат, такой какой-то он был, я не помню, правда. Помню, что-то суховатый такой, слегка тяжеловатый, не помню, не буду говорить. Что касается этого аромата, это в плане флакона, формы флакона, это абсолютная копия того флакона по форме, но так наполнение немного другое, то есть в общем, эмблемы, цвет жидкости отличается, я не знаю, какой тут в том золотистом, наверное, белая, здесь такая более цвета виски, но упаковка шикарная, по-арабски сделана, я его купил за $20 или что-то такое, и это первый флакон, который я в своей жизни вижу, на котором написано срок годности. Я думаю, сфокусировалась. Здесь написано, что он до 27 года. Действительно, мне надо торопиться. Так вот, что касается этого аромата, разнашивал я его много, долго, несколько месяцев я его разнашивал. Честно скажу, я ждал, потому что тогда, когда я его купил, это было еще более-менее теплое время, такая была средняя температура 28-30 градусов. Я ждал дней похолоднее, и я их дождался, и тогда, конечно, начал по-серьезному разнашивать. Что я могу сказать? Во-первых, это не прям чисто кожаный аромат, то есть это не... Он чем-то слегка напоминает Ambre Leather, но он более древесный. Вот, например, Tuscan Leather от Tom Ford, для меня это абсолютнейшая кожа, такая классная, итальянская, абсолютнейшая кожа. Это аромат не такого направления, он древесно-кожаный, вначале он даже слегка, я не помню, ориентальный, я сказал бы. Да, в начале, кроме кожи, есть какая-то ориентальность в нем. Есть что-то восточное, что вообще бренд Латафа, насколько я понимаю, во все ароматы как бы добавляет это как маркер какой-то. Потому что даже все эти клоны, они все слегка немножко отличаются. Как раз таки вот этой ориентальностью для меня. И это не исключение, потому что у него старт такой... Есть вот какая-то специя в старте, которая... Ну, я не могу сказать, что это европейский аромат европейского направления. Но потом она улетучится, переходит он в кожу и какое-то дерево. Что такое кожано-древесное. Но древесного очень мало, больше кожи. Но, как я уже сказал, это не пьюр кожа, это не абсолютная кожа. Стойкость на мне 10 часов. Ну, может, я перегнул 10. 8, это я не перегнул сейчас, это точно. 8 часов спокойно он на мне сидит. Шлейф, не скажу, что какой-то огромный шлейф у него, ну так, да, шлейф. И это больше такой аромат для себя, больше аромат для вот такой вот дождливой погоды. Даже вот есть, знаете, есть такой стереотип, что кожаные ароматы надо одевать под кожаную одежду, типа у тебя кожаная куртка, и значит кожаный аромат. Вот этот бы я так не сказал. Вот почему-то у меня нет ассоциации, что его надо носить, когда есть кожаная куртка. Его можно носить все время, да. Но он такой, не на жару, не на жаркий вечер, это такое, даже не на зиму. Он для меня для всей осени и ранней весны. Вот так вот в этом разбросе. Цена бомба. Это один из моих любимейших ароматов на сегодняшний день. Да, я понял, что я не до конца люблю эту ориентальность. Я слегка понял, немного подумав, я решил, что я не до конца фанат ориентальности. И не до конца фанат восточного направления ароматов. Я так подумал и понял, что мне все же ближе вот такие европейские формулы. Это то, что я
почувствовал и понял. В общем, вот такой вот был короткий обзор, а давайте сейчас поговорим немножко про коллекции. Что касается коллекции, были у меня размышления, и я так думал, что собирать. Я понял, что когда нет какой-то цели, что именно собирать, а просто вот подряд, там, это понравилось, взял, это понравилось, взял, это понравилось, взял. В какой-то момент я понял, что я немного неправильно собираю. То есть коллекционер, например, смотрите, я когда-то собирал монеты. И когда я собирал монеты, я собрал, мне это было 14 лет, я там увлекался страшной нумизматикой, я собрал все страны, кроме 3. У меня была цель собрать все страны. Там атлас, если я там флажки вставлял, что эта монета у меня есть. У меня почти все страны были. Там, я не помню, там 5 стран, может, 7, мне стран не хватало. То есть я собрал почти все страны. И у меня там были любые монеты. Это было интересно, потому что также можно было посмотреть, там, как страна, как валюта, как страна, нет, как бы это сформулировать правильно. Каждая страна как-то представляет свою страну, тавтология, через валюту. Вот это было интересно. Вот поэтому до сих пор, например, вот у меня новозеландские монеты, например, у них там были бабочки. Я до сих пор там слышу слово Новозеландия, у меня значит бабочки вспоминаются по монетам этим. Или там у Конго у них были гориллы. И значит, чем больше монета, там, значит, тем больше горилла было. Все как-то вот ассоциации сразу, да. Так вот, с парфюмом, и у меня была цель, тогда потом, правда, меня обманул один продавец, но я сам себя дал обмануть, я ему сказал, давай поменяемся, я дам тебе вот эти моих 126, я не помню, 5, короче, 120 плюс монет, а ты мне марки, я подумал, может, был нумизматом, может, буду филателистом, и он мне дал тогда 3 альбома с марками советскими. И меня жадность взяла, я подумал, как много марок, я в 120 монет отдал и получил там 3000 марок. И потом оказалось, что это ничего не стоит, а эти монеты жалко было, потому что там были очень редкие страны, которые надо было еще поискать, особенно тогда, в то время, когда я их собирал. Так вот, я понял, что мне какая-то нужна цель. Первое, что я для себя определил, скорее всего, я буду покупать только нишу. Все. Я не буду покупать дизайнерские какие-то ароматы, возможно, за редким исключением. И, скорее всего, я больше не буду покупать какие-то дешевые ароматы. Лучше я вместо 4 дешевых куплю там 1 дорогой. Потому что, в том числе, эти объемы, там, я их никогда не выпшикаю, я вообще не понимаю, зачем они мне нужны. И, как вы видели в моем прошлом видео, один из ароматов у меня испортился, у меня, значит, легкий страх появился, что оно все может попортиться со временем, и что я буду со всем этим делать. А нишевая, я не знаю, у меня есть какое-то такое легкое убеждение, что с ней ничего не произойдет. Там, конечно, когда-то произойдет, но не так быстро, как, например, с дешевыми ароматами. Возможно. Не знаю. В общем, если такое надумал, что я буду, скорее всего, только нишевые парфюмерию покупать. И я думаю, это будет намного интереснее. Намного интереснее, чем дизайнерские, намного дешевле, чем масс-маркетные, намного интереснее, чем масс-маркетные. Мне кажется, что это будет намного интереснее собирать эту нишевую парфюмерию. Конечно, я буду смотреть на нишу, я не собираюсь какое-то сумасшествие покупать, типа там, вау, там пахнет там, я не знаю, каким-то там раскаленным асфальтом, присыпанный перцем. Там. Есть люди, которые так какие-то парфюмы описывают, что мне аж страшно становится. Такое мне неинтересно. Например, нишевые цитрусы, это не цитрусы дизайнерские. И почти ко многим маркам нишевым, которых пробовал, цитрусовые ароматы летние, там ты не можешь сравнивать даже близко. После того, как ты много попробовал хороших этих цитрусовых ароматов, ты даже не можешь назвать обыкновенный дизайнерский аромат цитрусовым. Я вам серьезно говорю, вот попробуйте там 7-8 нишевых, допустим, цитрусовых ароматов попробуйте, и потом попробуйте любой дизайнерский цитрусовый аромат. Для вас это будет анекдот и шутка. В общем, это такое я просто решил поделиться. Напишите в комментариях, как вы собираете свою коллекцию, какие вы более считаете ароматы перспективно и интересно покупать или собирать. В общем, в комментариях поделитесь со мной размышлениями о ваших коллекциях или размышлениями о коллекции вашего будущего, о вашей будущей коллекции. Поделитесь. Это интересно. Вот фантазировать про будущую коллекцию, это действительно интересно. Там напишите, какие ароматы вы хотели или какого направления вы собираетесь покупать в будущем. На этом все. Я думаю, это было интересное видео. Желаю вам всем самого хорошего дня и пока!